Доброго времени суток, уважаемые ураловеды! Сегодня хочу представить вашему вниманию свою первую попытку организации костра, который называется «Надья». Это видео – мой субъективный взгляд на объект, субъект, события или местность. Прошу простить информационные неточности и манеру подачи. Надья – это самый древний костер, который есть. Им пользовались обычно в дикой тайге, в основном в зимний период. Чем хорош этот костер? Во-первых, он не привлекает к себе внимания. Если он изготовлен, собран правильно, значит от него практически не будет огня. То есть этот костер очень долго играющий. То есть если правильно его разжечь, то он будет работать всю ночь до утра. То есть можно свободно возле него лечь, расслабиться и уснуть. Не вставать, не подкидывать дрова. Этот костер делается вечером и горит до утра. То есть он не дает огня и дает много тепла. То есть как он изготавливается? Берется отдельно стоящая сухая сосна. Она должна быть обязательно прямая. Это связано с тем, чтобы у нее не было искривления волокон, чтобы бревно горело по всей длине. Это очень важно, потому что если будет костер находиться в одном месте, а в другом он потухнет, то прогорит здесь и в итоге вся надья затухнет. То есть очень важно в ней равномерное горение по всему. Поэтому берется высохшая отдельно стоящая сосна, вырубаются два бревна по росту человека. Когда нету там, не знаешь свой рост или что-то, просто вот руками делаешь вот так вот. И это как раз будет человеческий рост. С этой стороны делается зарубка, для того, чтобы там можно было разместить угли и что-то еще. Обычно жгется обыкновенный костер, и угли от него укладываются вот туда вот. Чем хорош еще этот костер? Он не сильно в снегу прогорает и утопает. То есть его можно положить на две поперечные палки и спокойно заночевать возле него. Этот костер не протопит снег и не утопит. То есть вокруг него какой-то промежуток выгорит, но он не будет оседать вниз. Что еще можно сказать? Вот примерно вот так вот, когда костер будет правильно, то есть горения не будет вообще, будет только тление этих дров. На расстоянии 500 метров можно стелить коврик, еловый лапник, что-то делать, ложиться и свободно, спокойно ночевать. С этой стороны можно сделать какой-то экран в виде полиэтиленовой пленки, тента или что-то еще. Тогда весь жар, который будет идти, он не будет уходить вверх, он будет спускаться вниз и обогревать ночующего. Вот как-то так все, что я знаю об этом костре. Но лично хочу добавить еще что без умения вот этот костер не пытайтесь делать. То есть пока вот тепло, пока есть какие-то полевые выходы, где-то что-то еще в летних условиях, можно потренироваться его поделать. Но не нужно сразу заходить глубоко в тайгу в зимний период и пытаться его разжечь. Потому что где-то попалась сырая древесина, где-то у вас кончилась растопка, где-то у вас что-то не получилось. И вы хапнете холодную ночевку. Холодная ночевка не грозит ничем, кроме как отморожением, либо вообще замерзанием. Поэтому тот, кто хочет делать эту надью зимой для обогрева, для чего она и предназначена, потренируйтесь заранее где-нибудь, чтобы быть абсолютно уверенным в том, что вы делаете. Чтобы этот костер разгорелся. Вот у нас, видите, сухое горючее прогорает, а она еще не вышла на рабочий режим. То есть она должна тлеть, жару должно быть много, воздух должен проходить сквозь нее и давать тление, не горение, а тление древесины. Вот вроде бы у меня все. Ходите в походы, жгите костры, не замерзайте. Спасибо за внимание всем. Дмитрий из Каменск-Уральского. А, 500? Что она, видишь, тебя спала?